Друзья, привет! С вами снова я, Оля. Сегодня поделюсь с вами классным и интересным рецептом вкусных кукурузных оладушек. Обязательно досмотрите мое видео до конца, так как я еще расскажу, какой элементарный соус можно к ним приготовить меньше, чем за 1 минуту, чтобы это блюдо стало еще вкуснее. Для этих оладушек мне понадобится 1 баночка консервированной кукурузы. Перед тем, как ее использовать, я сливаю всю лишнюю жидкость. Таким образом, у меня остается приблизительно 300 грамм. Большую часть отправляю в блендер и немного целых зерен оставляю. Я их потом добавлю, так будет вкуснее и симпатичнее. Основное количество же измельчаю в блендере, но недолго, а совсем чуть-чуть, меньше чем полминутки, чтобы получилась не каша, а вот такая масса. Далее натру 150 грамм тертого сыра на крупной буряковой терке. Хотя на самом деле размер терки особого значения не имеет, поскольку сыр все равно расплавится. Поэтому можно и на мелкой, просто на крупной быстрее. Так, готово. Теперь мне понадобится вот такая глубокая мисочка, в которой я и буду все готовить. Разбиваю в нее 2 яйца, добавляю щепотку соли и перца. И с помощью венчика все быстренько перемешиваю, взбивать не нужно. Сюда же отправляю измельченную кукурузу, также целые зерна, которые я оставила, и натертый сыр. Все хорошенечко перемешиваю. Видите, вот такая влажненькая кукурузно-сырная масса у меня получается. Еще добавляю 100 грамм пшеничной муки. Это приблизительно 3/4 стакана. И пол чайной ложки соды, чтобы оладки получились не совсем плоские, а немножко пухленькие. И все перемешиваю, пока мука не соединится с массой. Также добавляю немного зелени. У меня это петрушка. Она и вкуса добавит, и красоты своим зеленым цветом. Просто измельчаю ее ножом и всыпаю в тесто. Кстати, можно еще таким же образом добавить 2-3 сушеных помидора. Тоже будет и вкусно, и симпатично. Еще раз все перемешиваю, и вот такое чудесное тесто у меня получается. Теперь дело за малым. Осталось просто их поджарить. Немножко сливочного масла и выкладываю массу на разогретую сковородку. Вот так просто ложечкой формирую оладушки. Тесто получилось довольно густое, поэтому без проблем можно придать оладушкам одинаковую форму и размер. Жарю приблизительно по 1,5 минутки с каждой стороны до золотистости. Переворачиваю и немного прожариваю их под закрытой крышкой, чтобы они наверняка приготовились и сыр внутри расплавился. Кстати, я предпочитаю есть их горячими, пока сыр внутри оладушек не остыл и не затвердел. Так намного вкуснее. И теперь быстренько соус. Ножом измельчаю несколько листочков свежей мяты. Она даст некую летнюю свежесть и аромат. Добавляю ее в обычный натуральный йогурт. Сюда же немного сока лимона. Совсем немного соли и можно еще чуток специй по своему вкусу. Готово! Всем приятного аппетита! Пока!